Скажи, ты знаешь ансамбль «Практика»? Друзья, всем привет! Сегодня мы Друзья, всем привет! Сегодня мы вам хотим рассказать про два ансамбля современной музыки, один из которых существует 1 год, а второй уже более 30 лет. Если вы по каким-то причинам еще не знаете ансамбль «Практика» и ансамбль «Штутгарт 9» вокаль-солиста, то, поверьте, еще не поздно узнать о них. Год назад в театре «Практика» стартовало музыкальное направление и был создан новый ансамбль «Практика». Представляете, не было ничего, и вдруг бац, и появился новый ансамбль. Давайте посмотрим маленький ролик про наш ансамбль. А может, и не надо смотреть просто. Вот. Помимо прочего, у нас тоже были планы на эти месяцы, и как у многих, точнее, как у всех, они отменились. Один из концертов, который мы запланировали, это должен был быть концерт с музыкой молодых московских композиторов, которые специально должны были написать музыку для нашего ансамбля. Один из таких композиторов – это Аня Поспелова, на счету которой уже не одна театральная работа. И она сама нам расскажет о том, что такое она задумала для нас. После чего мы послушаем фрагменты, которые она написала специально для нас. Эти фрагменты Аня написала уже на карантине, и я хочу сказать, что мы ни разу их не репетировали живьем. То есть это все записано вот сейчас, сидя дома на кухне, на телефоны, на диктофоны своих телефонов. Вот, поэтому это, можно сказать, такая маленькая мини-премьера первых набросков, которые вот создаются уже сейчас. Аня, привет. Привет. У меня первый вопрос, и он такой сразу, так сказать, бойкий. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот вообще в Москве нужен еще один ансамбль современной музыки? И как ты считаешь, вот как ты оцениваешь насыщенность музыкальной московской жизни вот в плане современной академической музыки и событий, связанных с ней? На самом деле, хороший вопрос. Я сейчас пытаюсь, пока ты задавала вопрос, пыталась в голове посчитать, сколько ансамблей я знаю московских. Но на самом деле просто все у нас же ситуация такая, что музыканты перемещаются из одного ансамбля в другой. На самом деле такой, можно сказать, один большой ансамбль, который делится там на 3 или на 4. Вот, поэтому, конечно, ансамбль с музыкантами, в котором
какие-то появляются новые имена исполнительские, это, конечно же, большой плюс, потому что так более или менее всех музыкантов уже в Москве себе представляешь, вот, а узнавать какие-то новые молодые имена исполнителей, это всегда, конечно, полезно. Поэтому мне кажется, что такая, это хорошая, неплохая задумка, идея, которая, вот если ее развивать именно в этом направлении, то да, это хорошее начинание. Событий действительно много. Бывают иногда такие дни, когда вообще по несколько событий в день бывает, да, ну, в лучшие времена до всех вот этих вот событий, естественно. Я имею в виду, что были, да, такие дни, когда могло быть прям несколько концертов очень хороших в один день, и когда теряешься просто, куда пойти, что посмотреть. Но мне кажется, это и хорошо. Это как раз и признак того, что бурная жизнь идет, все развивается, и мне кажется, что это, наоборот, хорошо. Нет, много событий, я бы не сказала, что прям что-то такое, как, не знаю, какой-нибудь европейская столица, в каком-нибудь Берлине, я думаю, происходит в 150 раз больше всяких событий в области именно современного искусства, современной музыки. Поэтому мы движемся в этом направлении пока что, я думаю, только еще не достигли максимума, когда уже все присытятся. Я думаю, что еще нет. Да. Значит, будем стремиться к этому. Слушай, расскажи, пожалуйста, про пьесу, которую ты задумала написать для нашего ансамбля, для концерта, который, к сожалению, из-за карантина отложился. Что это вообще за пьеса, как именно ты нашла этот текст, который называется «Дебаркадер», да? Расскажи немножко там о драматургии, что вообще за идея такая. Да, конечно, единственное, что я думаю, что это все-таки не пьеса, если это и пьеса, то это будет очень большая пьеса, это скорее такой хоровая опера, я бы даже ее назвала, потому что там действительно очень много материала, и мне себе представляется, что это будет, наверное, больше часа музыки, потому что там действительно много материала очень хорошего, и как-то это вряд ли можно назвать какой-то прям вот пьесой. Вот, это произведение питерского драматурга Лины Петровой. Мне про это сочинение рассказал режиссер Филипп Виноградов, с которым мы работаем уже несколько лет вместе. И я прочитала эту пьесу, она мне очень понравилась. Там довольно интересное какое-то внутреннее состояние, размытые персонажи, то есть там нет в привычном представлении в пьесе, когда там написано, кто произносит реплику, да, и дальше идет реплика. И так все по персонажам все разбито. Здесь все довольно такое обтекаемое, размытое, не очень понятно, кто есть кто, и в этом и прелесть, собственно говоря, этого произведения, потому что сразу у меня как-то в голове несколько женских персонажей вырисовывается, поэтому я себе так и представила, что это вполне может быть такой женский хор, который состоит из нескольких человек, соответственно, вот эти все женские персонажи, они как-то размываются в этом хоре женских голосов. Вот. И там еще очень интересная структура, то есть там самим драматургом виды слова, многие на фонемы, на такие составляющие слоги. Это то, чем я всегда очень люблю обычно заниматься, всегда дробить слова, как-то препарировать, работать уже со словом, с текстом. А тут такая очень интересная работа, которая, в принципе, уже проведена до внедрения в работу композитора. Вот. Как-то мне вот оказалось очень созвучен этот текст с моими мыслями композиторскими, вот, и как-то хочется это во что-то такое воплотить при помощи прекрасного ансамбля женских голосов. Скажи, а вот ты прислала нам уже первые фрагменты, это как бы, что ты можешь о них рассказать? Это просто какие-то наброски, или это уже ты представляешь, это какая-то часть конкретная, что там происходит? Ну да, там в тексте две такие большие части. Первая сцена, назовем ее так, и вторая. И я вот начала работать, прям пошла с самого начала. Там, если видеть текст, там есть какие-то
такие деления, отсекается, да, текст, фрагменты текста одно от другого, там есть такое прям вот это слово дебаркадер в начале, потом через какой-то фрагмент текста появляется оно снова, и вот этот вот начальный фрагмент, он прям там расписан, вот эти буквы, где там деление, да, на слоге дебаркадер, вот, и я, собственно, так вот и начала работать с этим словом, то есть такой длинный, ну, для одного слова фрагмент такой 2 с лишним, почти 3 минуты он звучит такими четвертьтоновыми расслоениями. Вот. И второй фрагмент, который я сделала, он такой более, как бы это сказать, ну, связан со следующим фрагментом с текстами, что спуталась мысль, да, он такой более подвижный. Если это такой первый фрагмент, он такой более вязкий, тягучий, да, то второй, он такой более подвижный, там такой много разных элементов, он такой как калейдоскоп, такими с фрагментиками, из таких разных фрагментов соткан. Вот, и такие 2 кусочка, а потом вот этот медленный фрагмент дебаркадер, он повторяется еще 3 раза, вот он дальше будет в разных каких-то вариациях, интерпретациях возникать. Вот, но там еще много текста, это прям самое начало, буквально 5 минут, просто у меня как-то текст весь разбился на такие фрагменты, и как бы в голове все собрано, но я вот из таких, из начала кусочек, из конца, и вот оно все как-то потом складывается, как пазл такой. Да, но это вот прям совсем буквально начальные фрагменты, кусочки. Мы будем с нетерпением ждать уже как такой целой картины и надеемся ее представить вскоре. Скажи, пожалуйста, Ань, вот ты в последнее время часто участвуешь, ну, точнее, не участвуешь, а создаешь театральные работы. У тебя была в кооперации опера, также на акустических читках ты делала спектакль, да, если я правильно помню. Ну, мы как фрагмент сделали, да-да-да. Ну, в общем, ты активно сейчас вот сотрудничаешь с театрами. И скажи, пожалуйста, такой вопрос. Ну, театр — это обычно командная работа. Есть режиссер, есть драматург, иногда есть дирижер. И это такие фигуры, которые сильно могут влиять ну, как бы внедряются в создание, в конструкцию. И часто ли тебе приходится, скажем так, сталкиваться своими взглядами творческими в этой работе, и часто ли тебе приходится идти на какие-то компромиссы, и как ты вообще относишься к интерпретации, когда она не совпадает с твоими какими-то представлениями, взглядами, ощущениями композиторскими? Ну да, но тут есть 2 разных таких грани. Это драматический театр и музыкальный театр. Все-таки это немного разные как бы типы взаимодействия режиссера и композитора. Да? Вот у меня в драматическом театре, так скажем, есть 2 режиссера, с которыми я работаю уже не 1 год. Филипп Виноградов и Аля Лавяникова. В принципе, кто что думает, кто что хочет, кто как себе вообще что представляет, там какие-то компромиссные истории, они находятся, в общем, довольно легко, потому что, ну, это какие-то такие, какой-то тип работы вот именно командный, когда мы уже на берегу знаем и понимаем, что мы собираемся делать, что мы хотим делать и как вообще к этому идти. Другой вопрос — это музыкальный театр, вот эти вот оперные дела, оперные постановки, которые вот сейчас были в последнее время, вот, там немного другая история, потому что это очень большой объем именно композиторской работы, когда пишется целая опера, да, и, ну, просто час музыки, и потом режиссер должен это поставить, и, ну, просто вот в силу того, как это было в кооперации, вот то, что мы делали, например, на расстоянии летом, там были очень сжатые сроки, это нужно было сделать очень быстро, я имею в виду саму постановку, вот, и там, конечно, возникают всегда вопросы, но это, я думаю, что это просто издержки самого процесса, что прям была вот такая спешка, оно все как-то вот быстро делалось.
возникают, возникает ряд моментов, когда сталкивается режиссер с композитором. Просто, в принципе, если разный какой-то взгляд на ту или иную ситуацию, то, конечно, в любом случае будет, ну, даже не то, что конфликт, но какой-то вот такой момент непонятности. И хочется, конечно, его как-то разруливать. Нет, там дело даже не в нотах, никто никакие ноты не выбрасывает, не выкидывает, но просто в целом, как ты себе это представляла, как это в результате получилось, это может быть, да, такая совершенно другая история на выходе. Многое меняется. Ну, я скажу, что я, конечно, неспроста задала тебе этот вопрос, потому что мы с тобой уже обсуждали тот фрагмент музыкальный, который мы записали. Кстати, хочу сказать, что мы его записали, сидя на карантине, то есть не репетировав ни разу до этого, и это просто вот как бы новое сочинение, которое написано буквально вот неделю назад. И мне захотелось сделать такой видеоряд к этому, и как бы наши взгляды с тобой не совпали. И я тебе предложила вот с режиссером, с Филиппом Виноградовым сделать свою версию этого видео, и мы предлагаем послушать эти два видеофрагмента с твоей музыкой, ну, как бы подряд. То есть музыка одна и та же будет, а видеофрагменты два разных. И мне кажется, это очень интересная ситуация, интересный эксперимент. Я знаю, что в Германии, кстати, даже есть формат таких концертов, когда в первом отделении играется какое-то новое сочинение, дальше в антракте его обсуждают, и после этого играется оно повторно, чтобы уже с каким-то новым ощущением, более, как ты начинаешь обращать уже на что-то другие, на более какие-то детали, больше внимания уделять. Вот, мне кажется, это будет такой интересный эксперимент, услышать один и тот же музыкальный фрагмент, ну, как бы с разной визуализацией. И также я хочу сказать, что, в принципе, вообще можно видео не смотреть. Если кто-то желает эту музыку послушать без видео, это, конечно же, тоже по желанию, кто как считает нужным.
Дед на часов-заводе работал. Часовых дел мастер. Часы чинил. Чисто поле. А жили мы все на крутой горе. Гора крутая. Бабушка с матерью жили еще там. Дед умер, когда мне было 15. 15 лет. Ансамбль «Штутгарт Вокаль-Солистен» – это самый известный, пожалуй, самый знаменитый ансамбль современной музыки в Германии и в Европе. Лет 5 или 8 назад они приезжали в Москву, выступали на винзаводе в рамках проекта «Платформа». Мы взяли интервью у одного из участников этого ансамбля и предлагаю вам немножко узнать об этом ансамбле и
конце послушать одно из сочинений в их исполнении. Здравствуйте, дорогой Гильермо, спасибо, что согласились принять участие в нашем разговоре. У нас сегодня должна была еще к нам присоединиться Тройки, но, к сожалению, у нее возникли проблемы с интернетом, и она не смогла сегодня быть с нами. Расскажите, пожалуйста, мы знаем, что ваш ансамбль уже существует более 20 лет. А сколько вы в этом ансамбле лет уже выступаете и поете? Well, the ensemble started, I think, for about 35, 36 years ago. It was music, but at first with a conductor, and as I joined them, I started in 1999, and we decided to sing without a conductor, so like a string quartet or something like this. So I've been singing with them for about 22 years now. Ансамбль был создан, на самом деле, около 35-31 дирижера, но впоследствии этот ансамбль стал квартетом, собственно, из 4 вокалистов. В этой форме он сохранился и сейчас. И вот уже более 15 лет Гильермо сотрудничает с этим ансамблем в качестве вокалиста. Great. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали о том, что вы выступаете как квартет, но я знаю, что иногда в ваших концертах участвует и большее количество человек, например, такие сочинения, как Аарон Берио, там 6 человек участвуют, 6 вокалистов. Расскажите, как вообще проходит ваш репетиционный процесс? Ведь, насколько я понимаю, у вас нету как бы главного дирижера, вы все солисты. Как вот вы выбираете сочинения, как вы репетируете? Let me correct one thing. I didn't say that we're a quartet. I said that we work like a string quartet without a conductor. But we are 5 or 6 singers, not a quartet. And Позвольте поправить, я не говорил, что мы вокальный квартет. Мы начинали как струнный квартет, нас было 4, но когда мы начали петь, к нам присоединилось больше людей, и теперь мы выступаем в качестве 5-6 исполнителей, то есть 5-6 вокалистов. So, and the second part of your question is an interesting one, because we are doing for about 80, between 70 and 80 concerts a year, not in this time now from coronavirus, but normally we have so many concerts, and we have pieces who are being reaching for us now. We are searching always new talents and new composers, and also we have to sing things that we are when we are invited in big festivals to contemporary music and around the whole world. There are some wishes from their festivals to sing some composers. They are composers in residence or something. So we try to balance the number of pieces for new composers and repertoire concerts and music theater and operas and all this. And our rehearsing process is a very, very easy one. We rehearse for about 7 hours a day till 5 times a week. We have two modules of 3.5 hours, and we normally, not now, normally we travel a lot, and we have many festivals in that are making contemporary music. Окей. Очень интересный вопрос, спасибо большое. Прежде всего хочу сказать, что у нас очень много концертов, это 70-80 концертов в год, не считая, конечно, ситуации с коронавирусом, когда в мире все остановилось. В принципе, мы ищем различного рода новый репертуар, но поскольку нас приглашают на
в общем, очень большое количество фестивалей, мы сотрудничаем с большим количеством организаций, мы пытаемся как-то балансировать и исполнять какие-то только новые, совсем написанные сочинения, но и не только. Это, я так понимаю, что это могут быть какие-то оперные арии, то есть это некий микс между совсем современной музыкой и все-таки академической. То, что касается птицы, я так понимаю, что речь идет о 5 раз 5 раз в неделю ансамбль собирается, несколько сетов по 3,5 часа, то есть это довольно регулярная практика. Вот таким образом, если в 2 словах. Гильевна, скажите, вот несколько лет назад я принимала участие в дармштадтских летних курсах, это самые знаменитые курсы в Германии, и мне довелось там поработать с Труйки и Андреасом, другими участниками ансамбля. И я знаю, что они часто дают мастер-классы. А вы тоже принимаете участие в этих курсах как коуч? И часто ли вы даете мастер-классы? И если да, то вторая часть вопроса, как часто вам приходится работать с русскими певцами вот в этом репертуаре? Yeah. Well, we give a lot of master classes. In the last years, the number of master classes we have been giving is extremely increasing because we are thinking we are very active. Thank God we can sing. All the ensemble is very, very productive and very healthy. And we sing a lot, but we love to teach because we have reached an age when we have a lot of experience and we want to share this experience with new singers, new composers. It's very important. We have developed some a very, very interesting way to work with composers. For example, they come to visit us a first time and we exchange ideas about these ideas and what our experiences about what is possible, what is not possible to do with the voice. And so we are trying to give this more and more master classes. And about Russian students, we have worked a lot with Russian composers and students. I have written some names that I could remember. We met Oleg Krokalev and Polina Korobkova and Elena Rykova. Yeah, and the other composers we have made a lot of pieces of Sergei Nevsky, of course, and Boris Vilanovsky and Sergei Krishmatov and Dmitry Alexandrov. Love to work with them. We have a very special relationship with Sergei. He's a great composer, and we love to sing his music. And the young Oleg Krokalev as well. He was fantastic. He wrote a piece for us that we made a couple of years ago in Berlin for the festival there. Mm-hmm. And Polina Korobkova, I met her twice, once in Ticino in Switzerland, and once she's great. And Rykova, also she's fantastic. We have done a very crazy piece of her with another ensemble of. Хорошо, я коротко постараюсь прокомментировать. Да, у нас огромная практика мастер-классов, несмотря на то, что мы даем огромное количество концертов, мы стараемся преподавать, и поскольку у нас есть чем поделиться, мы стараемся свой опыт передать. Не только работаем с исполнителями, но стараемся работать с композиторами. Мы придумали некий способ, как сделать наиболее продуктивным такое сотрудничество. Мы приглашаем для работы молодых композиторов, и, я так понимаю, буквально пробуем, вот только что вышедшие из первого сочинения, что возможно, какие могут быть трудности технические, и, в общем-то, работаем вместе фактически над этими сочинениями. Скажите, пожалуйста,
Вот я знаю, что недавно у вас появился новый член ансамбля, новая сопрано. И расскажите, много ли вам поступило заявок, потому что я знаю, что это был конкурсный отбор, и какие основные критерии вы искали в новом участнике, что для вас было важно найти, только ли это только хорошие вокальные данные или что-то еще, и расскажите, вы коллегиально принимали это решение в выборе певца? Yeah, actually, it's a quite complicated process because we have a very, very large experience. And so a new member must be able to join the speed of our translation, the speed from which we are accustomed to work with. So it's not an easy thing. We had a lot of people who wanted to apply for this position, and the decision wasn't easy at all. We had a very good soprano that decided to change this world of contemporary music for a classical world again. She came from this classical world of music, and she went away, and so we had really a problem because there were, I don't know, 15, 20 people we heard, and application, I don't know, but it were really, really much more. But at the end, we got a very, very, very young, very new young lady from Colombia, Johanna Vargas, who is really fantastic. The criteria is very complex also, because not only the speed is needed in order to conserve speed of working, and but you have to be able to sing good, to sing well, to sing healthy, to sing nice, to sing beautifully, to sing quick, and to divide yourself into two. One is a singer in a normal opera or chamber music singer in a classical way, and the other is the contemporary music solo or ensemble performer. And these are two things that you need if you want to join the Neue Vokalsolisten. So the process, as I said, was very complex and very, very slow. And at the end, we didn't have a big decision, but then we decide, okay, well, we will try. And as a matter of fact, we are very, very, very happy with our new soprano. She's fantastic. Окей. Процесс был, конечно, очень сложный, было огромное количество заявок. За последнее время прослушали около 20 вокалистов. Сначала удалось принять одну девушку, которая впоследствии поменяла, так сказать, направление и стала петь академическую музыку, ну, классическую в данном случае. Мы выбирали дальше, и вот сейчас у нас новая сопрано, с которой мы абсолютно счастливы, из Колумбии. То, что касается критерия, этот человек должен быть, конечно, хорош во всех отношениях. То есть это должен быть прекрасный певец, вот могу процитировать, вы должны петь быстро, хорошо. Основная задача — это успевать за скоростью работы, потому что, я так понимаю, что колоссальное количество материала, так как ансамбль не только сформировавшийся, но уже существует вот не один десяток лет, огромное количество репертуара, за всем этим нужно успевать, и вот, как сказал Гильермо, нужно делить себя как бы на две части, то есть вы должны являться, с одной стороны, академическим вокалистом с хорошей техникой, в общем, привычными для этого вещами, а также абсолютно быть лишенными всяких страхов и не бояться пробовать абсолютно какие-то новые, сумасшедшие вещи, вот, и вот, так сказать, ну, я так понимаю, что там приходилось работать с совершенно новыми
композициями, да, то есть как бы вот пробовать себя в разных амплуа, что, наверное, не так привычно, я так думаю, для, скажем, обычных вокалистов, которые поют либо академическую, либо современную музыку. Гильермо, у меня, наверное, последний вопрос. Скажите, планируете ли вы с ансамблем приехать в Москву на гастроли, как это было несколько лет назад? И вот вы рассказали о том, что у вас очень активный график, и вы очень много поете, то есть у вас очень большой репертуар, много новых сочинений, и мы знаем, что часто современная музыка, во-первых, она бывает очень сложная для разучивания и требует очень много сил и затрат, а также она часто бывает, ну, как бы, скажем так, экспериментальная. И у меня такой вопрос, не устаете ли вы от современной музыки? Okay. First question. Regrettably, no, we are not planning to go to Moscow in the near future because we had a full year of activities, but all these activities are getting postponed for next year because of the coronavirus. So we are. I think if the new normality is there, we will have next year loads of things to do. I do hope that a concert or concerts in Moscow would be possible in a time soon, because we'd love to go there, and I think we were two or three times there, and one Petersburg. Yeah. And the second question, no. Well, the question is very, very big. I try to balance my singing live with doing classical concerts. I love the German chamber music, so I think I need 3 or 4 concerts a year where I sing other things, where I sing Mahler, Schubert, Schumann, Brahms, and Argentinian music, of course, since I'm Argentinian. But getting tired, no. We have a very good understanding and a very good feeling with our colleagues. It's a very familiar. We are not getting tired, and to do music who is quicker to learn, it's maybe when we are retired, but not now. So. Окей. Ну, по поводу первого вопроса, к сожалению, нет. В этом году точно, потому что из коронавируса все концерты были перенесены на следующий год, и это, так сказать, новая реальность. И, к сожалению, сначала нужно будет выполнить план гастролей, который был спланирован уже на следующий год, потом уже думать о России. Хотя, касаемо России, да, мы были 2-3 раза в Санкт-Петербурге. По поводу исполнение встаем, мы находимся в очень хорошем балансе с нашими коллегами, у нас очень хорошее взаимопонимание, очень хорошая атмосфера в коллективе, и, как правило, мы действительно занимаемся любимым делом, хотя, надо сказать, что 3-4 раза в год я пою обычный совершенно концерт, какой-то совсем легкой музыки, возможно, когда мы выйдем на пенсию, мы этим займемся. Ну, я надеюсь, до пенсии еще все-таки далеко. Вот, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей беседе. И спасибо большое за ответы, и я желаю вам здоровья физического, голосового, душевного, чтобы вот у вас все было хорошо. И ждем все-таки, что вы однажды приедете в Москву с концертом. Thank you very much. The same to you. Please stay safe, and we hope really, from my bottom of my heart, that we'll sing soon again in Russia, in Moscow. Thank you very much for calling. Thank you. Bye. Run.
Run. Tight. Run. Run. Etna. Fes
uns und Sinterlacta dusia na Sinterlacta un sonntag fendet naht un son Sinterlacta dusia na Sinterlacta un sonntag fendet naht. Allat. 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 Allat.